В новых видео расскажу подробнее о каждом из 11 секторов экономики и как изменилась стоимость отраслей, которые в него входят. Эти знания помогут легче ориентироваться среди тысяч компаний США и мира, лучше понимать мировую экономику сегодня. В этом проекте будут рассматриваться только публичные компании, которые рынок оценивает каждый день. В мире много частных private компаний, но в Соединенных Штатах привлекать капитал на бирже норма, и это нам поможет. Выборка в нашем исследовании будет очень хорошей. Меня зовут Николай Помещенко, это проект «Мир в экономике». В этом видео расскажу о секторах энергия и базовые материалы. При подготовке видео использовались данные с сайта finviz.com. Что такое базовые материалы? Базовые стандартизированные материалы, или по-английски commodities, еще говорят стандартизированные товары, биржевые товары, товары, которые активно покупают и продают на рынках. С другой стороны, и мы это увидим далее, в этом секторе компании-производители именно базы для большинства отраслей мировой экономики. Поэтому базовые материалы. Сектор базовые материалы представляют 260 компаний. Рыночная стоимость сектора чуть больше 2 триллионов долларов США. В наше время это 3-3,5% от стоимости всех компаний, котирующихся на биржах США. Такой вольный косвенный показатель доли базовых материалов в мировой экономике. Базовые материалы – это 14 отраслей. Среди них база для сельского хозяйства, производство древесины, черные, цветные, драгоценные металлы, сталь и химикаты, строительные материалы. Посмотрим на каждую отрасль в отдельности и как изменялась ее стоимость с лета 2020 года до начала 2022 года. Сельскохозяйственные ресурсы. Ожидал увидеть компании с полями и комбайнами, складами, полными зерна. Реальность такая. Речь о компаниях, производящих базу для сельского хозяйства, продукты для улучшения и увеличения урожая. Здесь сегодня 17 компаний, 11 из США, 6 из других стран. Самая крупная в отрасли канадский производитель калийных и азотных удобрений Nutrien и Corteva из США, которая раньше входила в Dow-DuPont. Corteva специализируется на производстве семян, средств защиты растений и программного обеспечения для сельского хозяйства. Биотехнологии здесь важны. Bioserious Crop Solutions из Аргентины разработала семена засухоустойчивой сои, продает множество других продуктов для сельского хозяйства. С начала года стоимость компании выросла в 2 раза. Отрасль химическая промышленность. 23 компании, крупнейшие Air Products, DuPont, Dow Chemical. Производит широкий спектр высокотехнологичных продуктов для разных отраслей. Здесь мы замечаем, что в секторе базовые материалы, знания и технологии играют важную роль. Даже при добыче сырья технологии решают. А химия – это основа производства сотен тысяч продуктов по всему миру. Есть и относительно небольшие компании. Например, Advanced выпускает нейлон-6 и сульфатные удобрения аммония. А Huntsman производит полиуретаны, красители, полимеры и другую химическую продукцию. Специальные химикаты. 57 компаний, 50 из США. На сегодня капитализация отрасли 600 миллиардов, крупнейшая в секторе базовые материалы. Почти 30% рыночной стоимости отрасли сегодня – это международная химическая компания The Linde Group. Штаб-квартира в Великобритании, хотя основана в Баварии в 1879 году. Пионер в технологии сжижения воздуха. Сегодня Linde – один из ведущих производителей газов промышленного и медицинского назначения. Кажется, что здесь все давно поделено, но и в таких древних отраслях есть свои акции роста. Стоимость публичной компании Lightwave Logic за 2021 год выросла в 17 раз, хотя на NASDAQ акции компании котируются с 2010 года. Lightwave использует собственную технологическую платформу для разработки электрооптических полимеров нового поколения, которые повышают эффективность интернет-инфраструктуры. Вот такие специальные химикаты. Следующая отрасль – строительные материалы. Тем, кто следит за рынком недвижимости и ремонта, интересно будет посмотреть, как отрасль оценивалась в последние 14 лет. В этом нам могут помочь архивные данные по отраслевым индексам Dow Jones. Вот график индекса Dow «Строительные материалы». После спада 2007-2009 года наблюдается устойчивый рост и новые максимумы в 2020 году. Саму отрасль недвижимости обязательно разберу в одном из следующих видео. 13 публичных компаний строительной отрасли котируются сегодня на биржах США. Самая крупная CRH базируется в Ирландии.
Очень большая компания, 38 миллиардов стоит. Всю свою 50-летнюю историю CRH поглощала бизнесы из разных стран. Сегодня они производят и продают цемент, песок, крупные заполнители, гравий, щебень, асфальт, бетон, стекло, строительные аксессуары и подобное. Древесина и производство пиломатериалов. Ну, тоже так, про ремонт. Всего 5 компаний. Рыночная стоимость отрасли, капитализация, 23 миллиарда долларов США. Год назад была 15 миллиардов. Мировые цены растут. В России это тоже почувствовали. Тот, кто менял этим летом полы на даче, не даст соврать. Для примера возьмем West Fraser Timber. Канадская лесозаготовительная компания, которая производит пиломатериалы, клееный брус, фанеру, целлюлозу, древесную щепу и газетную бумагу. Кстати, о бумаге. Еще одна отрасль – производители бумажной продукции. Отрасль родственная, рассмотренная выше, многие компании также производят продукты из древесины, но в основном занимаются целлюлозой и бумагой разного качества. Переходим к металлургам. У меня есть отдельное короткое видео про черную и цветную металлургию в России, а среди 24 компаний сталелитейной отрасли, чьи акции и расписки обращаются в США, есть одна зарегистрированная в России – Мечел. По стоимости компания на 15 месте, а по росту рыночной стоимости с начала 2021 года на 10-м. Самая дорогая компания в отрасли сегодня – ArcelorMittal из Люксембурга. Википедия пишет, что в 2008 она контролировала 10% мирового рынка стали. Потом доля и сам рынок изменились. Справедливости ради, и сам Мечел стоил в начале десятых раз в 10 дороже. Для черной металлургии важен такой продукт, как каменноугольный кокс. Про него следующая отрасль. Производители коксирующегося угля. Здесь компании владеют угольными бассейнами в разных регионах, добывают как металлургический уголь, так и энергетический. С лета 2020 года отрасль выросла больше всех в секторе базовые материалы, более чем в 1,5 раза. 4 из 5 компаний из США. На примере последних 10 лет можем видеть риски добывающей отрасли. Если цены на твой продукт растут, компания процветает. Если мировые цены низкие, это тяжелые времена. Или продолжать добычу, продавать материал по рыночной цене, или останавливать работу, предоставляя шанс конкурентам и вступая в конфликт с рабочими. Выход на мировой рынок будет также затруднен. Его проще потерять, чем вернуть там позиции. Вторая крупнейшая отрасль в базовых материалах – это другие промышленные, металлургические и горнодобывающие компании. 33 компании рынок сегодня оценивает в 360 миллиардов долларов США. Половину стоимости отрасли занимают две австралийско-британские компании BHP – нефть, медь, железная руда, уголь, никель и Rio Tinto – железная руда, уголь, уран, алмазы, цветные и драгоценные металлы. В этой отрасли можем найти компании-производители лития, столь важного для рынка электромобилей сегодня. Нам осталось рассмотреть 5 отраслей, где обитают компании, специализирующиеся на цветных и драгоценных металлах. Два основных вида цветных металлов, две отрасли – алюминий и медь. С лета 2020 года цены сильно выросли на оба металла, что, конечно, отразилось на стоимости компаний. Отмечу, что сегодня 5 алюминиевых компаний с бирж США стоят дешевле российской «Русал». В алюминии конкурентное преимущество – доступ к дешевой электроэнергии. А на российскую алюминиевую промышленность работают крупнейший иркутский ГЭС. Из 4 компаний отрасли медь отметим Freeport-McMoran, он также один из крупнейших производителей золота, и Southern Copper, крупнейшего производителя меди, работающего в Перу и Мексике, добывающего медь, молибден, цинк, свинец, уголь и серебро. Единственные отрасли из базовых материалов, потерявшие в цене с лета 2020 года, 3 отрасли драгоценных металлов. Это неудивительно, ведь в июле 2020 цены на золото и серебро были на максимальных отметках с 2014 года, а последние месяцы немного снижаются. Мы уже встречали компании, которые попутно занимаются добычей и продажей благородных металлов. Но есть компании, специализация которых связана именно с добычей золота, серебра и платиноидов. Золото. Многочисленная отрасль. 46 бизнесов на конец 2021 года. Самая дорогая – Newmont Mining Corporation, на которую в 2020 пришлось 6% мировой добычи золота – 197 тонн. Newmont ведет добычу на 4 континентах, а стоит более 47 миллиардов долларов. Самая дешевая золотодобывающая компания –
Paramount Gold Nevada стоит чуть дороже 30 миллионов долларов США и ведет работы в 2 штатах Орегон и Невада. В отрасли добычи золота из 46 публичных компаний 29 из Канады, а в отрасли серебро из 7 – 7. Крупнейшая Pan American Silver ведет проекты в ряде стран Южной Америки. Помимо серебра поставляет на мировой рынок цинк, свинец, медь. Последняя отрасль по версии finviz.com из сектора базовые материалы – прочие горнодобывающие драгоценные металлы. 13 компаний, большинство также из Канады. А самая дорогая – перуанская Буэнавентура. Компания разрабатывает открытым и закрытым способом залежи золота, серебра, меди, цинка. Мы рассмотрели все отрасли сектора Basic Materials. Посмотрим индекс Dow «Базовые материалы». Видно, что к лету 2020 года индекс прибавил чуть более 40%. 40% за 13 лет. Видно, что 2 главных спада в 2008 и с 2014 по 2016. Я специально обращаю внимание на объективные данные о секторе, связанном с экспортоориентированной экономикой России. Второй такой сектор про нас – сектор производства энергии. Сектор энергетики в нашей выборке – это 280 компаний, общая капитализация сектора – 2,5 триллиона долларов США. Сразу посмотрим на соответствующий индекс Dow с 2007 по 2020 год. За 13 лет индекс снизился более чем в 2 раза. Вы также видите даты, которые связаны с кризисными моментами и в новейшей истории России. Посмотрим детально, как изменялась стоимость компаний из разных отраслей сектора энергии. В скобках приведено количество компаний в каждой отрасли на конец 2021 года. Нефтегазовые компании обычно делятся на 3 такие основные отрасли. Upstream – добыча, разведка, Midstream – хранение, транспортировка и Downstream – переработка нефти в конечные нефтепродукты и продажа их потребителю. Вертикально интегрированные компании, куда входят все цепочки производства нефти, все технологические процессы. Но много компаний в Соединенных Штатах, которые специализируются каждый на своем участке. Также есть компании, которые не добывают, но помогают добывать. То есть они не владеют залежами, но они нефтесервисные компании. Это тоже отдельная отрасль. Тренд на специализацию. На биржах США сегодня обращаются акции около 100 независимых американских нефтедобывающих компаний. Итак, 6 отраслей в секторе про нефть и газ. Оставшиеся 2 связаны с добычей энергетического угля и урана. Крупнейшая частная угольная компания мира – Peabody Energy. В 2016-м ей пришлось пройти через процедуру банкротства. Уже в 2017-м Peabody вернулась на биржу. В то время регулирование отрасли смягчилось благодаря политике Дональда Трампа. С 2018 года цена акций компании снова начала снижаться, и к концу 2020 года Peabody потеряла 95% стоимости. Кстати, на сайте компании галерея с крутыми фото. Среди публичных компаний, добывающих уран, крупнейшая Cameco из Канады, также работает в Казахстане. В свежей презентации другой канадской компании отрасли NextEra можем прочесть: главный потребитель урана – США с 99 действующими реакторами в 30 штатах. Они вырабатывают 55% мощностей экологически чистой энергии в США. Примечательно, что 92% времени реакторы в Соединенных Штатах работают на полную мощность. Это было видео про сектор базовые материалы и энергия. Еще осталось 9 секторов экономики, про них будут следующие видео. Пожалуйста, пишите в комментариях, как вам формат, звук, графики. Следующие видео будут лучше. Меня зовут Николай Помещенко. Пока-пока.